Сегодня Opel Kadett не заводится, нет искры. Включение зажигания срабатывает бензонасос. При вращении двигателя тоже работает бензонасос. Слышно, работает. Работает бензонасос, срабатывает форсунка, но искры нет. При вращении двигателем срабатывает бензонасос, значит датчик холла живой. Все с ним в порядке, но искры тем не менее нет. Если проверить напряжение на катушке зажигания, на черном проводе, сейчас я подсоединю тестер. Так, на черном проводе у нас 10,6, это питание. На зеленом проводе у нас 7 вольт. Получается 3,5 вольта падает на самой катушке. Так не должно быть, когда машина не работает. Катушка должна быть обесточена со стороны массы. А на самой катушке напряжение есть. Вот получается вот 3 вольта. При этом нагревается катушка. И вот коммутатор тоже очень горячий. Это свидетельствует о том, что неисправный коммутатор, в коммутаторе пробил силовой ключ. Сейчас буду я менять. Я уже приготовил. Буду ставить жигулевский, наверное, коммутатор, восьмерочный. Коммутатор расположен под катушкой зажигания. И он очень горячий. Тут более 60 градусов. Он разогрелся за минуту до такой температуры. Вот значок Мерседеса. Вот такой номер. Он четырехконтактный. Тут, скорее всего, плюс-минус входящий сигнал и исходящий сигнал. Буду пытаться поставить сюда восьмерочный коммутатор зажигания. Соединил я коммутатор и проверяю напряжение на катушке. Вот на сигнальном проводе 12 вольт. На питании тоже 12 вольт. Со стороны массы обесточено. Так, здесь проверяем. Вот 12 вольт. Это у нас первый контакт зеленый. Это, скорее всего, этот зеленый, который идет на катушку зажигания. Следующий контакт у нас 0 вольт. Возможно, это коричневый провод. Скорее всего, это масса. Дальше. Следующий 12 вольт. Это черный провод питания катушки. И первый провод тоже 12 вольт. Но тут непонятно, где сигнальный провод, а где питающий. Ну, для этого надо чуть подгрузить его. Например, через светодиод я так делаю. Тогда оно понятно. Значит, этот сразу напряжение падает. Получается, вот этот провод, который идет на четвертый контакт, это черно-красный провод, это сигнал на коммутатор из блока управления двигателем. Вот он, четвертый контакт. Значит, третий контакт здесь 12 и 4. Третий контакт это питание. Ну, а коричневый, скорее всего, масса. Я даже могу. Вот коричневый. На коричневом 0 вольт. Сейчас я поставлю светодиод по отношению. Не светодиод, а лампочку. Вот она загорается. Получается распиновка такая. Первый контакт. Сейчас чем показать. Первый контакт это катушка зажигания. Второй контакт масса. Третий контакт
питание 12 вольт мощное. И четвертый контакт это сигнал управления коммутатором. Подсоединил вазовский коммутатор. Вот такой схемы. Первый контакт, в нем катушка. Второй контакт масса. Четвертый контакт плюс 12 вольт. И шестой контакт сигнал управления коммутатором. Как оказалось, замена коммутатора на этом еще не заканчивается. Потому что недостаточно сигнала. Вот я подаю, имитирую датчик холла. Включается бензонасос. Но здесь сигнал, он есть, но он как-то очень слабо изменяется. Он немножко подмаргивает, светодиод. На камеру не видно. Но коммутатор не срабатывает. Если коммутатор замкнуть на массу, этот сигнальный провод, то коммутатор срабатывает. Будет все в порядке. Вот сейчас я беру минус. Вот ставлю сюда. Вот искра есть. Замыкаю. Искра есть. А здесь видно перепад недостаточный. Здесь должен быть 0 и плюс 7 вольт. А тут, скорее всего, высокое напряжение. Держится больше нескольких вольт. Да. И свет идет, моргает, но не полностью тухнет. Он должен моргать. Сейчас подключусь к датчику холла напрямую и запущу автомобиль, чтобы можно заехать в гараж уже с осциллографом, буду проверять. Вот автомобиль я запустил, подал сигнал с датчика холла прямо на коммутатор, и тогда искра появилась. Я думаю, что проблема есть в блоке управления двигателем, потому что сигнал не снижается до нуля и не срабатывает из-за этого коммутатор. Сейчас я загоню машину в гараж и буду определяться дальше, в чем проблема. И вот машина в гараже. Я решил измерить, какое напряжение нужно для срабатывания коммутатора. Вот установил я переменный резистор и на управляющем клемме вот измеряю напряжение. Вот он. Искра лупит, гистерезиса никакого нет. Вот 2. Получается 1,2 вольта. Короче, от 2 до 1 вольта происходит переключение. Так, подключил я осциллограф, отключил коммутатор, измеряю на управляющем проводе осциллограмму, который, тут имитатор импульсов идет. Бензонасос работает. И мы имеем амплитуду от 6 до 12 вольт. Вот. От 5, ну вот, осциллограмма есть. Низкий уровень не достигается. Надо смотреть, в чем проблема. Вот, поставил я родной коммутатор. И на родном коммутаторе тоже низкий уровень не достигается. Еще как-то странно, на выключенном зажигании присутствует здесь высокий уровень. 5 вольт. Вот осциллограмма еще раз на вазовском коммутаторе. Также осциллограмма практически такая, как и на коммутаторе родном. Вот добрался я до ИБУ, что обнаружил какую-то подозрительную врезку. Вот контакт D4. Вот в нем есть отдельная проводка, идет, разрывается, идет в разрыв. Какая-то или противогонка стоит. Первый раз вижу, что вот такой способ соединения используется. Это вообще для бытовых нужд в автомобиле такое не используется, но кто-то так установил. Сейчас попробую это выкинуть и посмотрю напряжение на этом выводе, какое оно. И вот успех. При включенном зажигании
Вот зажигание включено. Двигатель остановлен, не вращается. На нем напряжение 0,08 вольт. Так, вот подсоединил я, вытянул я из соединителя и подсоединился с осциллографом прямо к выводу D4. И как видно, осциллограмма стала иметь нормальный вид. Ну еще раз проверю, как с этой дополнительной проводкой через дополнительное устройство мы имеем вот на выходе постоянно 5,8 вольта, который идет через разрыв. Получается, этот провод идет в проводку и возвращается уже с напряжением 5 вольт, 6 вольт. А с самого ИБУ, получается напряжение 0,49. Короче, это дополнительное устройство или вот эта проводка завышает напряжение, из-за этого не работает вся система. И вот второй разрыв провода был на контакте D7. Поставил я заводскую проводку, как оно должно было соединяться. Вот так, два провода. D4, получается, и D7 были в разрыве и шли через нештатную проводку. И вот они. Вот это такой блок. Что он дает? Но я думаю, что это какой-то корректор угла опережения зажигания. О, искра пошла. Зажигание заработало. После восстановления проводки все работает через двухмерочный коммутатор. Вот подключен имитатор сигнала. Но через родной коммутатор искры нет. Получается, он пострадал. Вот двигатель работает. Вот так я установил коммутатор. Установлен. Есть возможность установить старый коммутатор, родной или восьмерочный, как кому нравится.